Привет всем, дорогие мои подписчики и гости моего канала. В последнее время я перешла на бездрожжевой хлеб и пеку я его сама. Поэтому сегодня хочу с вами поделиться этим простым рецептом ржаного бездрожжевого хлеба. Для теста в глубокую чашу высыпаем 2 стакана пшеничной муки, 2 стакана ржаной муки. Добавляем чайную ложку соли, может чуть меньше, 2 чайные ложки разрыхлителя. Кроме того, мне нравится добавлять сушеную морковь, одной горсти будет достаточно. И ядра подсолнечника, примерно 2 столовые ложки. Теперь хорошо перемешиваем сухие ингредиенты. Кстати, вместо разрыхлителя можно использовать соду, но ее нужно в 2 раза меньше, чем разрыхлителя. На данное количество муки берем всего чайную ложку соды. Далее добавляем 2 стакана кефира и начинаем замешивать тесто. Стакан у меня объемом 250 мл. Если муки будет недостаточно, то подсыпаем еще немного во время замешивания. Пока тесто еще не собралось в комочек, добавляем 2 столовые ложки растительного масла и продолжаем замешивать. Долго вымешивать тесто не нужно, оно просто должно собраться в комок. У меня на канале есть еще много простых и вкусных рецептов, как праздничных, так и повседневных. Ссылочки на некоторые подборки оставлю в описании под этим видео. Видите, тесто остается таким липким, так и должно быть. Теперь форму для выпечки или противень застилаем пергаментной бумагой и смазываем ее маслом. Далее выкладываем комок теста, накрываем пищевой пленкой или полотенцем и оставляем его на 20 минут при комнатной температуре отдохнуть. Тем временем включаем духовку прогреваться до 210-220 градусов. Я пекла при разной температуре и особой разницы, честно говоря, не заметила. Спустя 20 минут обильно смачиваем тесто водой, прикрываем его фольгой, чтобы тесто не подгорало, и отправляем в разогретую духовку сначала примерно на 20-30 минут. Затем снимаем фольгу и выпекаем хлеб еще 15-30 минут. Ориентируйтесь по своей духовке, хлебушек должен хорошо пропечься. Я в общей сложности выпекаю хлеб 45-50 минут. Готовый хлеб вытаскиваем из духовки, укутываем его в полотенце и оставляем до полного остывания. Сразу хлеб не режем, это очень важно. Сначала хлебушек получается с такой жесткой корочкой, но когда он немного постоит, то станет более мягким. Посмотрите, какой хлеб получился в разрезе. Этот хлеб хоть и бездрожжевой, но очень вкусный и ароматный, пахнет настоящим хлебом. На данный момент я полностью перешла на такой хлеб и пеку его каждую неделю с разными добавками. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и пишите комментарии. Также не забывайте подписываться на мой канал. Здесь вы найдете много простых и вкусных рецептов. Приятного аппетита!